Сегодня стало известно о том, что пропавший в понедельник директор Белорусского дома в Украине Виталий Шишов найден повешенным. Об этом сообщила киевская полиция. Мужчину нашли в Святошинском лесопарке около жилого квартала Чайка на западной окраине Киева. Рядом с погибшим находился его мобильный телефон. Ранее сообщалось, что Виталий вышел на пробежку и не вернулся. Его девушка написала заявление о розыске в правоохранительные органы. После этого началась поисковая операция, которая осложнилась тем, что телефон Шишова был отключен, а его примерное местонахождение можно было определить только с повышком сотовой связи, и квадрат поисков был слишком большим. Для операции задействовали волонтеров, полицию и СБУ. После того, как стало известно о гибели Виталия, украинские правоохранители возбудили уголовное дело по статье о умышленном убийстве. Сообщается, что расследование намерены вести во всех направлениях, включая версию об убийстве, замаскированном под самоубийство. Полиция Киева обратилась ко всем, кто знал Виталия Шишова, с просьбой предоставить следствию информацию о последних неделях его жизни и психоэмоциональном состоянии. Важно отметить, что по данным правозащитного центра «Весна», погибший ранее замечал за собой слежку. Кроме того, к нему и его девушке подходили подозрительные люди и пытались завести разговор. Новость о гибели руководителя Белорусского дома в Украине дала повод госпропаганде устроить очередную пляску на костях. В провластных соцсетях и телеграм-каналах появилось множество версий случившегося. В гибели мужчины уже успели найти американский след и происки британских шпионов. Однако факты говорят в пользу версии, которую сторонники режима явно хотят прикрыть этим информационным шумом. По информации друга погибшего, осмотр тела показал, что у Шишова был сломан нос. Более того, известно, что Виталий занимался дианоном тихарей, которых режим отправлял на акции солидарности в Украине. Все эти факты могут говорить о вероятной причастности к убийству белорусских спецслужб. Напомним, что ранее в распоряжение канала «Нехта» попала аудиозапись разговора экс-главы КГБ Зайцева, доказывающая, что бойцы спецслужб готовились ликвидировать политических оппонентов Лукашенко за рубежом. Вероятно, гибель Виталия Шишова стала продолжением серии показательных расправ палачей-диктатора. Устраивая миграционный кризис в Литве, Лукашенко явно чувствовал себя хозяином положения. С его подачи сотни жителей бедных стран Азии и Африки поверили, что Беларусь — это самый легкий путь в Европу. Тому, что помощь в пересечении границы нелегалам оказывается на уровне нелегитимной власти, есть немало подтверждений. Самое последнее получили представители Европейского агентства Frontex, которое помогает литовцам охранять границу. На видео попала группа нелегалов, сопровождаемая ведомственным автомобилем. По информации МВД Литвы, такой транспорт используют белорусские пограничники. После таких событий терпению соседей настал конец. Докладчик Комитета по безопасности Сейма Литвы Лауринаш Кащунас сообщил о том, что на фоне кризиса, который устроил диктатор, литовских пограничников обязали возвращать нелегалов обратно в Беларусь. По мнению политика, действие Лукашенко является разновидностью международного терроризма и требует жестких ответных мер, которые не заставили себя ждать. Прошлой ночью литовские пограничники выдворили десятки мигрантов в Беларусь. При этом иностранцам вежливо объяснили, что они приехали туристами в великую страну, полюбили ее природу, но немного заблудились. Литовцы указали путникам правильный маршрут и посоветовали больше не теряться. Судя по всему, перед Лукашенко скоро встанет дилемма. Либо ему придется освобождать от политзаключенных уже имеющиеся лагеря, чтобы размещать там беженцев, либо строить новые. Как говорится, с чем боролся, на то и напоролся. БНТУ является одним из самых протестных вузов страны. Осенью прошлого года из этого университета было отчислено 52 человека, 2 из которых позже оказались за решеткой и были осуждены по делу студентов на 2,5 года колонии общего режима. Годовщина студенческих протестов близится, поэтому нелегитимная власть решила перестраховаться и организовать полный контроль студентов. Сегодня стало известно, что в университете планируют установить около 1000 камер видеонаблюдения. На их оплату уже выделили $50 000. Эта сумма покроет услуги только за 5 месяцев, с августа по декабрь. Нетрудно представить, какие суммы будут потрачены на обслуживание камер, если пользоваться ими круглый год. Интересно, что в мае университет уже потратил 47,5 тысяч рублей на закупку услуг видеонаблюдения на вторую половину 2021 года. Тогда Белтелеком предоставил вузу 137 камер во все корпуса. Странно, что слежка за студентами для университета оказалась приоритетнее, чем ремонт учебного учреждения и общежития, потому что их состояние оставляет желать лучшего. Неудивительно, что в этом году в БНТУ имеется сильный недобор студентов на бюджет. Свободными остается 160 мест. Это рекорд для данного вуза за последние 11 лет. Помимо этого в БНТУ снизился конкурс и проходные баллы, и с каждым годом ведущий технический вуз страны становится похожим на колледж. На Минск-водоканале началась массовая чистка работников. Об этом сообщили подписчики телеграм-канала «Беларусь головного мозга», отмечая, что на предприятие стали приходить некие списки,
по которым происходят увольнения. Под каток в основном попадают первоклассные специалисты, ликвидирующие различные аварии с системой водоснабжения. Масштаб чистки настолько велик, что в некоторых подразделениях уже некому работать. Важно отметить, что людям даже не сообщают, за что их увольняют. Из-за этого некоторые работники начинают уходить сами. Так, по словам сотрудницы предприятия, на днях у головного офиса в Минске выстроилась очередь из почти 2 десятков человек, которые пришли забирать свои трудовые книжки. По одной из версий, попасть в такой расстрельный список могут те, кто отказывается от принудительной вакцинации. Еще одним поводом к угрозам увольнениям либо лишением премий становятся отказы вступать в государственный профсоюз. Судя по темпам разложения системы, которую выстроил нелегитимный, уже в ближайшее время мы можем столкнуться с тем, что последствия различных аварий приобретут масштаб техногенных катастроф. Ведь профессионалов, способных разбираться в реальных проблемах простых белорусов, в стране просто не останется. И к новостям для любителей неформальной музыки. По информации правозащитного центра «Весна», на даче под Минском были задержаны участники белорусской фэнтези-фолк-группы «Ирдорат». Вероятно, в момент задержания ребята отмечали день рождения вокалистки Надежды Ирдорат. По предварительной информации, их обвиняют в неподчинении сотрудникам милиции за то, что те не открыли ворота. Сообщается, что по меньшей мере были задержаны 6 человек, а всех их доставили в Ждановический отдел милиции. Вероятнее всего, музыканты были задержаны в рамках дела волынщиков, которые возглавляли протестное шествие в августе прошлого года. Всего по этому делу было задержано 16 человек. Некоторым из них предъявлены обвинения в рамках уголовного дела. Мы продолжаем следить за ситуацией. Друзья, в четверг в 20:00 на нашем втором канале Маланка Лайв смотрите ток-шоу «Народ спросит». Обсудим, на какие деньги живут демократические силы, чего ждать индивидуальным предпринимателям после угроз Лукашенко со всеми разобраться, а также есть ли смысл и возможность зарегистрировать в Беларуси оппозиционную политическую партию. Не пропустите. Хорошего всем вечера и живе Беларусь!